$3000 всего лишь за 12 торговых дней февраля. Сегодня мы подводим с вами итоги предыдущего месяца, и я вам расскажу и покажу, что я делал для того, чтобы достичь таких результатов. И в конце этого видео я вам задам один очень простой вопрос. Если вы сможете на него ответить, то я гарантирую, что это будет тем самым уверенным началом для больших профитов в вашей карьере трейдера. Давайте начинать. Я торговал 4 инструмента, и сейчас я прям все подробно распишу. Это видео, возможно, будет чуть дольше, чем мои средние видео на канале, но сегодня планирую дать вам весь контент, который относится к моей системе торговли, риски, правила, сделки. Короче, все, что нужно. И это видео немного такое рандомное. Сегодня понедельник, обычно по понедельникам я не записываю ролики, но вот сегодня, да, есть такая возможность. Давайте запишем как раз основные детали. Итак, первое, что вам необходимо конкретно, если вы это внедрите, даже это уже начнутся изменения. Еще раз, многообещающе звучит, но сделайте это. Первое, что необходимо, это конкретное время торговли. Да, мое время торговли, то есть все результаты, о которых я говорю, все видео, которые я записываю по живой торговле, с трейдерами мы торгуем в этот же временной период. Давайте возьмем 16, округлим. Да, все сделки 16:00 Москвы до 19, ну давайте возьмем 19:30 Москвы, 19:30 МСК. Это время первое, очень важно. Если вы хотите быть зарабатывающим дейтрейдером, вам необходимо точное, конкретное время, где вы постоянно можете быть у экрана. Активы, да, активы, то есть инструменты. Евро-доллар, фунт-доллар, HAU-USD, золото и нефть. Нефть WTI. Я торгую WTI, но в принципе вы можете торговать. Кстати, любые активы, любые таймфреймы по этой системе в любое время не имеют значения. Абсолютно. Потому что сигналы повторяются из раза в раз. Третье. Это таймфреймы. Таймфреймы у нас М1. Один таймфрейм, никаких других таймфреймов, никаких прыжков, что там какой тренд, куда посмотреть. Ой, а там идет туда, там такой-то разворотный сигнал. Это только убьет системность, и чем больше информации, тем сложнее ее обрабатывать. Особенно если ты дейтрейдер, тебе нужно принимать решение, а ты там увидел противоположный сигнал и передумал. И в результате что? Пропустил трейд. Особенно если он прибыльный, то ты испытываешь снова чувство вины, и это постоянно живет с тобой вместе, когда ты открываешь график. Есть такое понятие, как диверсификация таймфреймов. Вот у меня разные активы, да, там золото, нефть, евро, фунт, да, это диверсификация активов. А есть диверсификация таймфреймов. Например, вы можете торговать евро-доллар на минутке, фунт-доллар на 5 минутке, золото на 5 минутке, нефть на минутке, например. И это очень крутой способ, но постоянно на одних и тех же таймфреймах. Не прыгай, ой, минутка, 5 минут. А какой там сигнал на минутке? Противоречит 5 минутке. Я хочу дождаться, пока на минутке будет сигнал. Ну, ты просто утонешь в этой информационной трясине, просто засосет тебя все это болото информации, и ты реально не сможешь отслеживать свои собственные действия, потому что они каждый раз будут разные, то там, то тут, то там. Еще раз, это кажется, как бы мне нужно больше информации. Хрень собачья, вам не нужно больше информации, вам нужна конкретно, строго систематизированная информация, первое, второе, третье. И тогда, еще раз подчеркну, ваши результаты начнут меняться не сразу, но они начнут меняться. Мы сейчас к концу подойдем, я задам вам один вопрос, и очень важно, чтобы вы на него ответили. И все, что я делаю вокруг этого ответа на этот вопрос. Итак, таймфреймы. В общем, время, активы, таймфреймы. И теперь следующее. Понятно, что должен быть и метод. Четвертое у нас это методология, торговая система. Для меня торговая система кластер трейдер. То есть я торговал вот эти сигналы. Кластер 3, кластер 4 и кластер 5. Цифра 5 означает 5, или цифра 4, 3, 5, 4, 3 условия для входа в рынок. Кластер они вместе. Чтобы вы понимали, почему называется кластер трейдер и вообще, что это за методология. Методология полностью автоматическая. То есть все сигналы, сейчас вы видите, даже паттерны здесь появляются, да, алерты звенят и так далее. То есть все, что вы видите на графике, появляется автоматически. И это я вижу каждый раз одним и тем же образом. То есть здесь надо пометить, что все автоматически. Авто. Да, в скобках авто.
да, или автоматика, кому как больше нравится, автоматика. Потом мы копнем вот туда, вот справа, посмотрите сюда, здесь советник, это очень полезный инструмент. Автоматика. Ага, отлично. Вот у нас база для торговли. Что вам нужно сделать? Еще раз система. Если у вас нет своей системы, подключайтесь к системе Cluster Trader. Ссылка под этим видео. Дополнительно к системе у вас доступ в чат. То есть вы можете торговать со мной в режиме реального времени. Есть без доступа в чат. То есть вы можете использовать сигналы самостоятельно по методичке. В принципе, и то, и другое может быть да, вами выбрано. Но, на мой взгляд, самый лучший вариант это пробовать с чатом. Потому что там в течение недели-двух у вас раскрываются перед вами все возможности системы, потому что самостоятельно еще нужно, да, как-то адаптироваться, привыкнуть и так далее. Поэтому с чатом самый оптимальный вариант 3 месяца. Это моя личная рекомендация. Но опять-таки это не значит, что нельзя там выбрать премиум-версию, да, где все полностью автоматизировано, либо без онлайн-чата. Ладно, к этому вернемся. Итак, 4 основополагающих момента. Теперь, что такое кластеры? Да? Кластеры имеется в виду, какие основные я торговал. Давайте здесь я прям все прописываю конкретно, да? Потому что одну из важных составляющих успешного успеха, не только в трейдинге, но и в жизни, как говорят наши американские коллеги, clarity, да, это прозрачность, да, вот в первую очередь прозрачность твоих действий, намерений, да, насколько четко ты это видишь, да, как, допустим, свою цель, то же самое, насколько четко ты представляешь себе свою методологию, насколько она прозрачна. Итак, сила сигнала номер 1, 3 основных кластера, давайте запишем, кластер 3, основной кластер 3. Конечно, от них ответвления тоже существуют, более агрессивные, консервативные, это в чате мы разбираем. Кластер 3, это получается SS3, да, кластер 3. И начинаем писать. Сила сигнала номер 1. Каждое наше действие с трейдерами начинается с этого. Сила сигнала номер 1 пробой уровня. Второе SS2. SS2. Коррекция. Не обязательно к уровню, потому что в сильных трендах цена не корректируется к уровню. Коррекция. SS2 коррекция. Мы не регламентируем размер коррекции, он может быть больше, меньше, да, это отдельно, да, мы разбираем в чате. SS3 это ротация бара, то есть основной фокус на ротации бара, после пробоя уровня ротации бара, да, коррекция это как связующее звено, да, чтобы трейдеру было понятно. Ротация бара, либо ротация свечи, то же самое, да, изменить цвета свечи. Ротация бара. Кластер 4 теперь. Сила сигнала номер 1, тест уровня. Тест уровня. Сила сигнала номер 1. Следующая последовательность. SS2. SS2. Стрелочный сигнал. Мы хотим увидеть стрелочный TC buy sell. TC buy sell. Так, TC. Стрелочный сигнал. Дальше следующее условие. Паттерн. Мы хотим видеть паттерн. SS3 паттерн. Слабая вершина, сложность слабой вершины и так далее. И затем пробой паттерна. Пробой максимума паттерна, либо минимум паттерна. Пробой паттерна. SS4 здесь нужно прописать. SS4 пробой паттерна. Кластер 4. Кластер 4 buy либо sell. Следующее. Кластер 5. Еще раз, это основные комбинации. Кластер 5. У нас есть еще кластер 4 с обратным пробоем. Кстати, на этом примере, вот здесь вы видите, пробой уровня, стрелочный паттерн, пробой лоу паттерна. Да, это техника агрессивная на пробой, мы ее тоже будем разбирать. Кластер 5. Кластер 5. Идем дальше. Кластер 5. И здесь сила сигнала номер 1. Пробой уровня. Это наложный пробой, комбинация. Пробой уровня. Сила сигнала номер 1. Сила сигнала номер 2. Сила сигнала номер 2. Стрелочный. Я буду сокращать. Стрелочный. Это критично, коллеги, систематизировать свой трейдинг. Сила сигнала номер 3. Паттерн. Сила сигнала номер 3 паттерн. Сила сигнала номер 4 обратный пробой. SS4 обратный пробой паттерна.
И здесь же обратный пробой уровня SS5. SS5, обратный пробой уровня. Как правило, это происходит на одной свече, на одном баре. Обратный пробой уровня. Кластер 5. Есть еще одна комбинация кластер 4. Да, это на продолжение движения, но это основные. Есть ли здесь то, что может вызывать у меня какие-то вопросы в плане того, что, ну, разве что какого уровня? Хорошо, я могу зайти в настройки системы, поставить те уровни и постоянно использовать одинаковые уровни. Например, M15, H1, H4, либо только M15. Вот и все. Вот вся методология. Все сигналы, все условия, которые я использовал. А теперь давайте непосредственно к статистике, к цифрам. Очень-очень интересный был месяц. Почему? Потому что я после Нового года, мы с трейдерами начали торговать 13 числа, потом я поторговал там 7-8 дней, потом улетел в отпуск, прилетел через там 15 дней. Естественно, не торговал, не касался компьютеров, вообще не участвовал в сделках. И, конечно, нужно было время, чтобы немножко адаптироваться, включиться в ритм, потому что первые там неделю, даже, может быть, больше, я никак не мог нащупать, да, вот этот свой ритм, и коэффициент внимания очень страдал. То есть я упускал большое количество сделок. Именно с этим связано, что система в 3 раза превысила мои собственные результаты. То есть сигналы самой системы в 3 раза превысили результаты, которые у меня. Да, то есть сигналы, которые я принимал примерно в 2 раза меньше, потому что первые недели нужно было, конечно, немножко, да, так, акклиматизироваться. Ладно, давайте начинать. Начнем с евро. Я начинаю вот с первых своих торговых дней. Это вот после 8 февраля, 9 воскресенье, 10 понедельник, 10 не было сделок, и мы идем вот к первым сделкам. Я сейчас не беру нулевые сделки, либо сделки, которые там 1-3 пункта профита, либо лосса. Я сейчас беру основные сделки, которые были лоссами, либо которые были тейками. Ну, вот, хотя здесь мы видим, да, первый трейд, который я отметил, это лосс, евро, пробой уровня, коррекция, белый, затем черный бар. Давайте немножко остановимся на вот этой комбинации сигналов, потому что в будущем они тоже будут повторяться. Вот посмотрите сюда. Это очень-очень хороший сейчас график, хороший пример. Пробили ли мы уровень, да или нет? Давайте цвет поменяю. Я вот здесь хочу, чтобы вы максимально внимательно подошли к этой части видео. Пробой уровня, неважно какой, он автоматически рисуется. Вы можете еще раз оставить один и тот же уровень, но я знаю, что это часовой уровень, потому что он зеленый, да, и вот этот 15-минутный, это 15-минутный. То есть я их различаю по цвету, да, либо я могу навести мышкой на край уровня и увидеть, какой уровень, как угодно, либо по толщине там сделать, либо по закраске, я не знаю. Пробили уровень, да или нет? Да, абсолютно. Коррекция, ведь коррекция может быть разная, имеется в виду, можем пробить здесь коррекция, мы можем пробить вот такая коррекция, это не так критично по большому счету. Еще раз, пробой уровня, коррекция, 2 основных момента. Да, в начале пробой уровня, коррекция, пробой уровня SS1, коррекция, SS2. И, естественно, нас интересует коррекция до изменения цвета свечи. Понятное дело, что если коррекция будет на черных барах, и они останутся, нам здесь делать нечего. Да? Имеется в виду коррекция до той величины, пока не сменился бар. Вот здесь, да, мы видим первый белый бар. Ага, как только появился первый белый бар после импульса вниз, следующий, какая у нас в голове идет цепочка? Какая последовательность идет? Черный бар, sell. Еще раз, пробой уровня, коррекция, ротация бар, ротация, изменение цвета свечи. Да? Окей. Я специально акцентирую внимание на этом сигнале, я не акцентирую внимание на то, что «Ой, посмотрите, какой прибыльный сигнал». Нет, этот сигнал имеет 65% вероятности отработки. Да? Но я сейчас не выбираю какой-то там, да, чтобы возбуждать вас. Вот этот какой-то, знаете, есть такой, смотришь какое-то видео, какой уникальный метод, уникальный сигнал. Давайте еще здесь этот.
какие-то мероприятия, да, проведем, связанные с коричневой магией. Ну, то есть, ничего такого сверхсекретного. Никто в трейдинге ничего не открыл. Все уже давным-давно было, просто кто-то заметил, что то или иное работает, и автоматизировал, ну, в частности, я, либо какой-нибудь другой трейдер, у которого тоже есть своя методология торговли, вот и все. Которую он показывает, а не которую там, просто он говорит, что вот уровни, и вот я так торгую. Ну, ладно, это отдельная история, отдельные персонажи. Так вот, пробой уровня, коррекция, ротация бара, черный бар, сел сразу. Причем у нас есть всегда время для подготовки. Как только белый бар, у нас еще будет минут 5-10, чтобы спокойно, не спеша дождаться изменения цвета свечи. Если не будет, отлично, не будет сделки. Okay. Вот здесь раз. Потом посмотрите внимательно на этот график. Что вы еще здесь видите? Очень хороший пример. Посмотрите сюда. Пробой уровня, коррекция, белый бар, черный бар. Пробой уровня, коррекция, белый бар, затем черный бар. Принял я эти сигналы? Нет, упустил. Не хватало концентрации внимания в начале. Это как когда ты пропускаешь там, да, 15 дней без тренировки. И первую неделю тебе все-таки нужно набить руку снова. Ну, смотришь, чем ты занимаешься. Ну, разве что не шахматами. Ну, хотя там тоже нужно. Тоже спорт же. Или шашки. Ладно, в общем, кластер, это кластер 3. Пробой уровня, коррекция, ротация бара. Пробой уровня, коррекция, ротация бара. Визуально продиктовано да или нет? Да, абсолютно. Могу это репетировать? Да, абсолютно. Я вижу черный бар, и как я реагирую на то, что я вижу, не на то, что я чувствую, вижу. И как я интерпретирую эту информацию, что это для меня значит sell. Или там красный, вы можете цвета поменять. Зеленый вверх, красный вниз. Идем дальше. Это очень важно, коллеги. Еще раз, я не пытаюсь, знаете как, вот высмеять кого-то. Я хуже, я косячил так, что трудно даже представить, что я творил первые годы, 3 года. Сливал страшно и не останавливалось ничего. Вот эта цепочка шла за собой лоссов, да, и состояние эмоциональное, даже я не хочу его вспоминать. Okay. Поэтому я сейчас прекрасно понимаю тех трейдеров, которые только делают первые шаги, а вам необходимо сделать это. Вот я говорю конкретно, что вам нужно сделать. Вот меня спрашивают трейдеры, что нужно сделать для результата. Это нужно сделать. Вы можете это сделать? Конечно, можете. Идем дальше. Здесь мы зафиксировали, да, потом в конце прибыль посчитаем, убытки тоже посчитаем. Идем дальше. Я хочу остановиться сейчас не на цифрах даже, это не так важно, а как на последовательности появления сигнала, возникновения, как это у вас может быть в голове, понимаете? Как это можно выстроить в линейку. Идем потихонечку дальше. Здесь мы видим сигнал, я про него говорил, но мы его не прописали. Он очень похож на комбинацию кластер 4. Это и есть комбинация кластер 4, только в другом варианте. Потому что паттерны, слабые вершины, разворотные. Давайте сейчас выделю это, покажу. Паттерны. Сейчас вот так. Паттерны слабые, разворотные, сложные, слабые, двойные вершины основания мы можем торговать в 2 вариациях. Это на отбой и на пробой. Единственное между ними отличие, между этими комбинациями, это когда цена не пробивает уровень. Вот здесь, например, мы пробили уровень. Если такая комбинация на уровне, то это SS4 на отбой после пробоя максимум паттерна. Сейчас я покажу такие сценарии, если вы новенькие, не совсем понятно, да? А если на пробой, то пробой уровня, стрелочный дно, пробой минимума дна. SS4 sell на пробой. Понимаете, да? Кластер 4 sell, мы видим 8 пунктов. Профита я вот эти не считаю, которые микропрофиты, они не имеют существенного значения. Я беру вот 1 плюс 8. Я забыл сказать самое главное вам, коллеги. Давайте здесь зафиксируем. Я забыл вам расписать свой риск-менеджмент. Давайте сначала риск-менеджмент запишем, потом пойдем дальше. Иначе говоря, про мой советник. Советник. Что он делает? Советник — это автоматизированный, автоматический я. То есть то, что я делал вручную и могу делать вручную, делает он, чтобы упростить мне задачу и снять эмоциональное давление, где выходить, когда выходить, где стоп-лосс, где take-profit, сколько пунктов, когда трейлить и так далее. Вот этот весь груз ответственности, можно так сказать, груз вопросов мы адресуем нашему советнику. Советник, когда я нажимаю buy или sell, то открывается 2 позиции. То есть 2 позиции
Вот здесь справа, видите, buy, sell. Две позиции сокращаем. Здесь не будем точки, запятые ставить. Две позиции равным объемом, в процентах, которые я задаю в настройках. Если я задаю, допустим, в настройках 0,3%, это мой стандартный объем, я рискую очень немного. В конце вы посчитаете на свой лад, вы можете брать не 0,3%, а больше. Так вот, если я беру 0,3%, то он мне откроет две сделки по 0,3, того 0,6. У нас есть трейдеры, которые торгуют 0,7-0,8% на одну сделку, что получается 1,5% суммарно. И то это не очень много. Естественно, результаты будут выше, но и просадки чуть глубже. То есть измеряете, исходя из того, насколько в процессе, да, торговли, вот у нас есть трейдеры, которые работают 2-3 месяца и определяют максимальную свою просадку и смотрят, могут ли они увеличить объем, да, увеличить, точнее, процент риска и какова будет при этом, да, просадка на основе там 200, 300, 400 сделок, то есть какой-то взять пул, да, сделок. Это очень важно. Для меня 0,6%, там может быть чуть меньше, чуть больше, но вот это оптимальная цифра. Две позиции равным объемом в процентах, да, которые я задаю. Сейчас мы к советнику перейдем, в настройках покопаемся тоже у него. Для первой позиции, давайте здесь запишем следующим образом. Для первой позиции, первая позиция равно take profit. То есть используется take profit 1 к 1. 1 к 1. Записали, да, этот момент? 1 к 1. Ну, по отношению к стоп-лоссу. Стоп-лосс за паттерном, либо по волатильности. Это не так сейчас принципиально. Вторая позиция. Вторая позиция у нас трейлинг стоп. Трейл стоп. После, здесь важно отметить, после первого ТП позиция уже в БУ, да, вторая позиция после первого take profit, сделка в безубытке, сделка в БУ, без убытки. То есть, ну вот пример, да, здесь, смотрите, вот у меня здесь sell, первый take достигнут, и к этому времени вторая уже в нуле находится сделка, ну, то есть второй трейлинг стоп, да? И если вдруг рынок продолжит валиться, трейлинг стоп будет преследовать цену. Понимаете, да? Нет для второй позиции take profit. То есть я нажимаю buy sell, две сделки открываются сразу. Еще для новеньких специально объясняю. Первый take 1 к 1, там чуть больше, там 1.1, чтобы взять, да, спреды. Или проскальзывание, там, комиссии. И для второй используется трейлинг стоп. Понимаете, да? Вот и все. Стоп-лосс всегда за паттерном, если я ставлю его вручную, да, за уровнем, либо за паттерном. Вот если я здесь вошел, стоп уходит сюда за high, за вот этим максимумом. Да. Если там, допустим, контрдвижение, такая же комбинация, хотя я не торгую, но у нас есть трейдеры, которые торгуют против тренда. Вот здесь внизу, видите, вот сюда, внимание, у нас стрелочный, но пробой максимума дна против тренда, да, то стоп уходит сюда, за паттерн. Okay. За паттерн. Или за сигнал, за коррекцию. Если у нас пробой уровня, коррекция, ротация бара, например. За ротацию бара, минимум коррекции. Ну, мы сейчас будем разбирать дальше, глубже копать. Вот это очень важно. Давайте теперь перенесемся... Давайте теперь перенесемся в настройки советника. Посмотрим, что у нас по советнику. Что мы здесь с вами видим? Мы видим риск на сделку 0,3%, суммарно будет 0,6%. Эту цифру можно поставить там больше, по желанию. Так, это нам не нужно. Делать скрины. Вот это чудовищная штука, без преувеличения. Как только я нажимаю Buy Sell, тут же делается скрин моего экрана. Я вижу, когда я входил, где я входил, в какой ситуации я входил. И это дает огромную основу, огромную, я не знаю, единицу информации для анализа, потому что это бесценно, это твои собственные действия. Ты видишь картинку, в которую ты входил, и ты видишь определенные закономерности, с какой картинки самые большие профиты, да, в какой ситуации, по каким сигналам, по каким паттернам и так далее. И видишь закономерности своего убыточного поведения, то есть там, где ты, слишком торопишься, возможно, то есть ситуации, которых лучше избегать. Мега полезная штука, базовая, банальная, но крутая. Вот здесь мы видим, да, если я нажимаю просто кнопку Buy либо Sell, у меня стоп установится на расстояние 2,6 ATR. То есть берется значение ATR и умножается на 2,6 от цены входа. Обычно у меня вход по рынку, то есть я нажимаю Buy Sell по рынку, я не использую отложенные ордера, только Buy Sell
по рынку, естественно, откладывается ATR от точки входа. Множитель ATR то же самое, следящий стоп, это как раз трейлинг стоп, он находится на расстоянии 2,6 ATR от цены. Да, по там, еще дополнительным настройкам они внутри, но это основные настройки, да, 2,6. И вот здесь мы видим, да, соотношение Take Profit Stop Loss для первой позиции 1 к 1, да, там с небольшим запасом можно поставить 1,5, 1,5, да, на каждый там условно $100, $150 для первой цели. А вторая трейлинг стоп. Здесь мы видим, что нет для второй позиции настроек, потому что там трейлится автоматически все. Естественно, этот объем рассчитывается автоматически. Короче, все происходит автоматом. Да, чтобы вы понимали концепцию. Она очень простая. Здесь настройки только внешнего вида советника, там можно цвета поменять и так далее. Что еще здесь? Мы видим желтую кнопку Close All, это закрыть все позиции. Если, допустим, вы наращиваете сделку, и у вас там накопилось 3-5 ордеров, или, да, может быть, больше, взять одним махом все закрыть, если вы видите там точку разворота или это сигнал противоположный и так далее. Стоп-лосс сетап — это ручной стоп. Если просто нажать Buy Sell, то стоп выставится автоматически по волатильности, по тем параметрам, которые мы видели. Если нажать вот эту линию стоп сетап, но здесь мы ее не видим, потому что мы в историю смотрим, да, вживую увидим. Если нажать на эту кнопку, то у нас появится линия, где мы считаем оптимально установить, потому что всего два основных варианта постановки стоп-лосса, да, которые не то что это единственные, но которые в основном используют трейдеры стоп-лосса. Да, какие бывают варианты стоп-лосса? Это по ATR, либо есть другие инструменты волатильности, или давайте запишем волатильность, vol. Да, и второе — это структура. Да. Волатильность чаще всего при расчете волатильности используются автоматические методы, советники и так далее, потому что вручную считать это устанете делать, но это и ни к чему. Да. И структура — это когда мы берем максимум-минимум предыдущий там или коррекцию, минимум коррекции, ставим стоп за сигналом, за паттерном, за коррекцией, за уровнем и так далее. Это структурный стоп. Вот как раз вот эта кнопка, она отвечает за структурный стоп. Вот и все. Ну, то есть, куда можно поставить вручную. То есть, вот это очень-очень важный момент. Да? Советник, две позиции равным объемом, одна 1 к 1, вторая трейлинг. И вот эти параметры я использовал при торговле в последнее время. Не меняя их абсолютно. Идем дальше. Да? Дальше. Еще раз, я не буду смотреть сейчас особо, сколько там, денег заработали, это в конце разберем, а на особенности, да, управления сделками. То есть то, что очень важно. Идем дальше. Следующий инструмент, и казалось бы, 14 февраля, такой день, такой день, пятница. Но у меня была серия, как серия, 2 лосса подряд, это разве серия? Это не серия лоссов, но тем не менее, я купил, здесь мы видим, да, и по трейлингу, не по трейлингу, а по стоп-лоссу, здесь мы видим 6,6 пунктов, затем 5,5 пунктов, да, первая цифра — это стоп-лосс по первой позиции, вторая по второй, да, или take profit. Да, и затем мы видим здесь 6 пунктов. Ну, что здесь можно сказать по этим скоринам? В принципе, здесь вопросов каких-то нет. Единственное, на что я обращаю внимание и следует обращать внимание, это на удаленность, когда я торгую на пробой. Да, потому что техника торговли на пробой — это агрессивная техника. И вход здесь. Да, мы видим пробила цена максимум паттерна. И получается, что если я вхожу здесь, по идее, стоп мой должен быть за лоу паттерна, если уж честным быть. Да, это некое небольшое нарушение с моей стороны правил, и мы видим, какой гигантский стоп-лосс. Фишка: чем шире ваш стоп-лосс, тем менее вероятно, что отработается сделка. Вот, я не знаю, как пить дать. Если по сделке получается технически широкий стоп, скорее всего, эта сделка будет либо убыточной, либо в нуле. Да. Но опять же таки, я не робот, я показываю все как есть, да, и косяки, вы увидите, некоторые косяки грубые такие достаточно. Ну, вот этот нельзя причислить к косякам, но эта сделка скорее игра здесь не стоит свеч технически, да. Я сейчас не говорю про то, что лосс или профит, я нейтрален к ним. Раньше я нервничал, дергался, переживал, я сейчас абсолютно не реагирую, потому что я понимаю, это часть трейдинга, да, глупо. Лосс, тейк, ну что теперь, я каждый день что ли так делать? Ну, дичь, да, полная. Поэтому не концентрируйтесь на этом, это, естественная вещь. Да? Поэтому вот такие сделки лучше избегать, особенно те трейдеры, которые сейчас у меня начинают обучаться, будьте аккуратнее. Да? Если широкий стоп видите, лучше пропустить сделку, чем входить. Дальше мы идем, вот снова вход, вот очень похожие, да, между собой позиции. Если я здесь покупаю, да, и... что я здесь купил, кстати?
Знаете, я не могу вам сказать почему. Я купил здесь вот опять, да? Я купил здесь по пробой паттерна снова. Видите, здесь мы пробили максимум паттерна. Вот где должен быть стоп. И видите, какой огромный, да, стоп. И чтобы цена даже 1 к 1 прошла, она должна пройти большое расстояние. То есть это следствие НВ, невнимательности, то есть недостаточного уровня, да, концентрации, рассеянность небольшая, и вот порой чуть-чуть тебе стоит расслабиться, ты можешь какие-то сделки, да, пропускать, либо наоборот слишком быть агрессивным там, где не нужно. И затем мы видим следующий сигнал вот здесь, buy, да, рынок дошел до зоны, здесь, ну, как бы обычный классический трейд, но тоже довольно широкий стоп мы видим, да. Меньше, да, примерно в 2 раза меньше вот здесь мой стоп, чем вот здесь. Да, но это очевидно по правилам. Если стоп за паттерном, да. Но тем не менее. Идем дальше. Я не брал такие нулевые сделки, чтобы не тратить время, иначе мы с вами зависнем здесь надолго. Так, эта сделка была в прямом эфире. Да, мы с вами продавали. Посмотрите, я закреплю видео здесь. Все сделки, которые были в онлайн режиме, в правом верхнем углу, я оставлю. Что у нас здесь? Здесь классический вариант пробой уровня. Вот про то, что мы говорили в самом начале. Пробой уровня, коррекция, черный бар, sell. Да, пробой уровня, коррекция, черный бар, sell. Видите, какая удаленность от зоны? То есть в сильных трендах рынок не всегда будет доходить до уровня. Пробой уровня, коррекция, белый бар, затем черный бар. Или если вниз и наоборот, да, если вверх. Sell мы видим сумасшедший моментум, да, 8 и 15 пунктов соответственно. Затем мы видим здесь трейд. Да, здесь вообще вопросов нет, чистый трейд. Стрелочный, вершина, пробой лоу, рынок дернулся, но бум, да, обратно. Здесь чистый трейд. Технически я сейчас разбираю не с точки зрения Profit Loss, в конце посмотрим. Я разбираю с точки зрения соответствия системе. Я говорил в предыдущих своих видео об одной фишке. Если вы сможете вот этот переключатель у себя настроить грамотно, ваш трейдинг вообще будет на другом уровне. Переключатель очень простой. Измерять свои успехи либо неудачи в трейдинге качеством торговли, а не фактическими цифрами лосс или убыток. Я гарантирую, что вы будете другим трейдером совершенно. То есть всегда держать в голове, насколько качественно я торгую в соответствии со своей методологией. Вот и все. В соответствии со своими правилами, которые я себе прописал. Не обращать внимания на то, что заработал ты вчера, там, сегодня или на неделе, или потерял. Это нормально, могут быть спады, и ты можешь просто какое-то мнение свое сформировать, что что-то не то идет, и начать изменения какие-то вносить. Не надо этого делать, коллеги. Еще раз, не допускайте тех же ошибок, которые допускал я. Хотя вы все равно их будете допускать какие-то, но есть шанс снизить их влияние, да, вот этих ошибок на ваш итоговый результат и, собственно говоря, сохранить хотя бы ваш депозит, да, и слить сразу все. И здесь вот мы видим, да, стрелочный, разворотная вершина, пробой лоу, классика. Это классический сигнал, да, и здесь мы видим небольшие take profit, то есть качество, да, я оцениваю качество сигнала. Да, там можно взять в качестве примера шкалу для себя сделать, да, такую, что там по 5-бальной шкале качества сигнала. Масса вариантов. У нас есть трейдеры разные абсолютно, они каждый по-своему, да, проводит работу над ошибками. Ну вот косячная сделка, откровенная сделка от усталости, сделка такая, ну, я вообще не знаю, она не обоснована вообще никак, ничем. Нет объяснения. Нет объяснения. Бай здесь, сумасшедшее удаление от уровня. Ну, как бы вот бывает такое, да, это косяк, да, это, наверное, единственное за все позиции, которые у меня были, ну, реально такая вот за весь февраль, там с 10 грубо февраля, да, до конца февраля, вот это единственная такая косячная сделка, где я прям считаю, что это, ну, грубое нарушение правил, такой поспешный вход, там, это называется FOMO. Что такое FOMO? Это когда ты видишь резкое движение, и я вроде уже от уровня, цена отбивается, надо брать. Страх упустить возможность. FOMO. Fear, страх of missing out. Да, страх упустить. Страх, если дословно, страх пропуска, да, страх упущения. Да. Но в трейдинге это, естественно, страх упустить прибыль, упустить возможность. Но тем не менее, да, такой трейд присутствует. И в этом нет ничего страшного. Я на следующий день там себя не дрюкаю. Что ты сделал? Не, ну как бы я понимаю, что я не робот.
Идем дальше. Просто следующий день так не делай. Вот, что можно сказать, да? Здесь тоже мы видим ротацию бара, чуть поздний вход, да, белый бар здесь, я вошел здесь, итого около нуля, но тоже эту сделку можно не учитывать, она не влияет ни на что. Затем мы видим здесь вход, ну здесь все окей, здесь вопросов нет, чистая сделка. Да, пробой уровня, черный бар, затем белый бар, вход. И мы видим довольно долго, да, рынок консолидировался. Здесь были варианты там ранние выхода из позиции. Но одно из правил, которому я стараюсь следовать, я не робот, дайте системе заработать. Хватит дергать ордера. Ну и затем мы видим здесь, это вот как раз ложный пробой SS5, buy, кластер 5, пробой уровня. Здесь мы пробили уровень, да или нет, вы это видите, я тоже это вижу. Стрелочный есть или нет, я вижу, вы тоже видите. Паттерн есть, да или нет, я вижу, вы тоже видите. Пробой максимум паттерн есть, да или нет, я вижу, вы тоже видите. Это образует SS5 buy и обратный пробой, да, здесь еще уровни был. И, соответственно, вход. Да, первый тейк 1 к 1, второй тейк по трейлингу, да, трейлинг стоп. Вот и все. Все очень-очень-очень базово. Но это все автоматически происходит, я только нажимаю кнопку buy или sell, я ничего больше не делаю. Идем дальше. Так, идем дальше. Следующий день, следующий трейд. По-моему, тоже торговали с вами в режиме реального времени. Евро, да, это все по евро, пока минутной графике. Что мы здесь с вами видим? Видим стрелочное дно, пробой максимум дна без уровня, да, это агрессивный вход, кластер 3, да, SS3. То есть это ответвление от SS4, когда идет тест уровня, стрелочный TC, затем идет паттерн, пробой паттерна. Здесь чего не хватает из линейки? Тест уровня, поэтому это SS3, и поэтому это агрессивный вход. Идем дальше. Вот здесь у нас, да, практически идеальная сделка, ну, имеется в виду кластер, да. Тест уровня, сила сигнал номер 1, стрелочный сила сигнал номер 2, дно сила сигнал номер 3, пробой максимум паттерна, кластер 4 buy, да, и мы видим тоже первый таргет и второй по трейлингу мы видим здесь, да, 5 и 15 пунктов. Соответственно, здесь тоже все ок. Да. Еще раз, не потому что профит, либо потому что лосс, а потому что есть соответствие правила. Да. Измеряйте свои результаты именно таким образом. И вот этот трейд тоже в реальном времени. Это был один из заключительных трейдов февраля. Это кластер 3, стрелочный, разворотная вершина, пробой лоу, первый профит, второй профит, 10 и 23 пункта. Эту сделку увидели в онлайн режиме, поэтому тоже на ней зацикливаться мы с вами не будем. То есть все одно и то же. Все одно и то же, ничего нового. И здесь мы видим с вами итоговый профит, торгуя средним объемом 0,5 лот, $422, 8 прибыльных, 7 убыточных сделок, но система принесла $1350. То есть если бы я не упускал сделки, я бы сделал $1350, торгуя тем же объемом, но большую часть сделок, особенно в начале, после отпуска, я пропускал. Да, но тем не менее, 8 прибыльных, 7 убыточных. У меня к вам будет один очень важный вопрос попозже. Да, помните. Да? 8, ничего такого, правда? Но, тем не менее, да, $422 мы сделали. Да. С учетом, за минусом комиссии. Да, минус комиссии $422 профита. Нефть WTI, идем 10 февраля. Давайте разбирать основные сделки, основные трейды. И вот здесь мы видим, да, лосс, хорошая сделка, технически вопросов нет. Да, рынок не очень волатильный, я хорошо помню, в принципе, все свои сделки. Вот здесь мы видим, да, пробой уровня, коррекция, белый бар, buy, причем спред довольно широкий в этот день, потому что если рынок такой не очень волатильный. Но тем не менее, полный лосс 21 пунктов. Есть вопросы к себе? Абсолютно нет. Я сделал все правильно? Да. Если сожаление? Нет. Если какое-то состояние там, что нет. Вот про что я говорил в самом начале. Да, задавайте себе вопросом, что позволяет вам быть эмоционально устойчивым, не опускаться там духом, я не знаю, вот, когда ты по-прежнему, несмотря ни на что, можешь сохранять концентрацию внимания, следовать правилам, и ты не действуешь с позиции страха, что еще получишь лосс. Вот что конкретно это для вас? Ну, я думаю, что для большинства ответ такой же, как и для меня. Это просто следование методологии. Никаких сожалений быть не может. Идеальный трейд. 100 таких сделок будет, 100 таких сделок я приму. Ну, имеется по ротации бар.
Очень важно, коллеги, еще раз, изменяйте свое отношение к этому делу. Не с позиции «я заработал, я потерял, тогда я молодец», или я наоборот, да, там, или система молодец, или я там дурачок, надо было так действовать, зачем, а с позиции, что да, какие были сигналы, принимал ли ты их, да, и так далее и тому подобное. И вот здесь мы видим, да, следующий трейд, пробой уровня, сила сигнал номер 1, стрелочный, дно, пробой дна, кластер 4 sell, take, и второй по трейлингу вот здесь. Да, 10 пунктов и 17 пунктов. Ну, для первой цели 17, для второй 10. Идем дальше. Еще раз, обратите внимание на эти визуально продиктованные сигналы. Здесь тоже такой FOMO трейд, трейд Fear of Missing Out, страх упустить возможность. Посмотрите, где buy, очень далеко. По идее, технически пробили уровень. Сила сигнала номер 1. Вижу или нет, абсолютно. Что я говорил в начале, коррекция. Черный, затем белый бар. Вот точка входа. Нажимаю кнопку здесь. Да. Вход вон где. Видите? Такой бывает. 18-27 пунктов. Есть претензии к себе? Есть, конечно. Ты должен входить здесь, а не здесь. Технически. И тогда и профит у тебя, да, увеличивается, если входишь вовремя в сделку по сигналу. И второй профит, второй трейлинг больше, если это профитный трейд. Идем дальше, следующая сделка. Тоже такая неровная сделка. Вот посмотрите сюда, пробой уровня, сила сигнала номер 1. Коррекция к уровню, сила сигнала номер 2, ротация бара, белый бар, бай. Покупай здесь. Видишь, белый бар или нет? Да. Что для тебя это значит? Коллеги, я вот специально давлю на этот момент, что ты должен видеть глазами это. Как только вы это поймете, ну, что еще надо сделать? Пробой уровня, коррекция, ротация бара. Пробой уровня, коррекция, ротация бара. На белый бар вход, если пробой вверх. Черный бар вход, если пробой вниз. В нашем случае вверх, коррекция, белый вход. Да, я пропустил эту возможность, не увидел. И уже увидел чуть позже вот здесь и сказал себе, окей, если будет снова белый бар, я снова куплю. То есть, если я здесь не успел купить, затем вижу черный бар, то я захожу снова по белому бару. Ну, такое бывает редко. Обычно я покупаю сразу и все, без вопросов. Моя задача сразу брать сделку и не думать, может быть еще коррекция. Я не торгую, не жду, когда будет коррекция после изменения. А вот сейчас белый бар, а может быть он чуть опустится, куплю. Или там buy stop, sell stop ставить. Нет, я так не делаю. По рынку сразу сигнал по рынку. Меньше вот этих вот всех это надо делать, а мне это надо делать, а ждать коррекции. Да ё-моё, с ума сойти. Не надо это все. Проще, еще сусти. Да? Видите, вы здесь что-то сложное? Нет. Но это требует времени, практики, да, репетиции и так далее. Здесь мы видим 28-37 пунктов. То есть это уже какое-то 13, да, было число. Идем дальше. Следующие сделки. Я не знаю, почему я тоже это принял. Вот вторая сделка, я говорил, что одна сделка, оказывается, по WTI тоже есть сделка, бестолковая абсолютно. Посмотрите на эту сделку. Какой рынок? Рынок преимущественно в консолидации. Да, мы видим low, мы видим high, мы видим такой боковик. Да, стандартный такой размеренный рынок. Окей, раз боковик, ну, что ты делаешь в боковике? Какая лучшая стратегия, техника, ну, в рамках системы кластер трейда, какая техника лучше всего для боковика? Это SS4 buy. Тест уровня, стрелочный паттерн, пробой паттерн, да? Где здесь паттерн? Почему здесь buy? Я просто не понимаю. Да, тоже, скорее всего, невнимательность, FOMO, Fear of Missing Out, да, страх упустить возможность. Но не так много, да, таких ситуаций. Вторая ситуация, это довольно неплохо после выходных. А мы видим, что рынок даже до уровня здесь не дошел. Да, стрелочный есть класс, да, пробой паттерна есть, здесь разворотная вершина. Посмотрите, где buy. Да, даже если этот паттерн принять во внимание, то посмотрите, где buy, как далеко от зоны. Мне нужно стоп сюда поставить, да, чтобы что-то, да, какие-то шансы иметь на профит. Это раз. Второй, тейк должен уйти за уровень. То есть, ну, сделка, конечно, грубая, с нарушениями. Здесь вообще вопросов нет. Потом следующий здесь, да, сигнал. И я его тоже принял, но здесь не посчитал. Здесь был микропрофит. Да, я не беру такие маленькие профитные сделки. Вот здесь идеальная сделка, да, технически, да, хоть здесь я ее не отобразил, но тем не менее. Стрелочный тест уровня, да или нет, да. Вот посмотрите сюда. Как я люблю разбирать на своих примерах, чтобы вы это все глазами видели. Плюсы, минусы, стороны, положительные, отрицательные, и что лучше не делать. Когда ты действуешь четко по системе, ты делаешь бабки, пойми это наконец. Посмотрите вот сюда. Видите, здесь и здесь две одинаковых комбинации, да, вроде как.
Но посмотрите, как они отличаются с точки зрения всех правил. Тест уровня да или нет? Да, абсолютно. Стрелочный, да. Паттерн, да. Окей. Пробой паттерна, да. Стоп здесь, таргет здесь минимум 1 к 1 ты здесь получаешь для первой цели, второй трейдинг. То есть ты делаешь деньги здесь. Соотношение имеется в виду, да, риск-прибыль. Даже с учетом спреда. Здесь вход, здесь стоп. Вот к чему я говорю, да? Качество следования системе, качество следования правилам. Идем дальше. Следующий трейд. Так, мы с вами фиксируем, да, что мы по евро сделали 400, там сколько, 30 долларов, торгуя объем 0,5 лот. А потом пункты тоже посчитаю, потому что вас они должны интересовать тоже пункты, количество пунктов. Дальше идем следующий. Это отличный трейд, это лосс, но это отличный трейд. Да? Мы видим с вами пробой уровня, сила сигнал номер 1, да или нет, да, абсолютно, стрелочная сила сигнал номер 2, паттерн, сила сигнал номер 3, пробой минимума паттерна и обратный пробой уровня, sell, да или нет, да, абсолютно. Хороший трейд, 100%. Понимаете, да? Лосс. Лосс. А чё? Чё? Очень важно. Идем дальше. Пробой уровня, коррекция, белый бар вход. И здесь тик в тик. Такое тоже бывает, да? Бывают ситуации, когда тик в тик задевает и бум! Решение отлично. Идеальное решение, вопросов к себе нет. Никаких. Да, такое бывает. Вот единственное, что можно сказать, такое бывает. Да. И причем здесь ручной стоп. Там видим рынок, прям тикнул уровень. Да, можно говорить, ой, ну если бы на 2 тика больше поставил, уже какая разница. Но просто в следующий раз старайся чуть шире ставить стоп, если ты видишь уровень. Не на уровень ставь, а чуть ниже. Вот и все. Будь внимательнее, потому что чуть ты там отвлекся, заговорил. Это как раз сделка, когда я вел тренинг. Иногда можно там отвлечься и просто упустить вот этот тонкий момент, что ну чуть ниже поставить, да, когда что-то рассказываешь. То есть это тоже издержки. Да. Я не оправдываюсь ни в коем случае. Мне не за что оправдываться ни перед кем. Идем дальше. Следующий трейд. Вот то, где мы лосс только что получили. Да? Я вам говорил, идеальный трейд. И вот он снова этот трейд. Но на этот раз огромный профит. Да? Почему мы не говорим, ах, какой сигнал. Он плохой. Мы же заработали. Мы же так не говорим. Правильно? Пробой уровня вот здесь внизу, в самом низу, коллеги, я объясняю психологию вот этого момента. Очень-очень важно. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, стрелочный. Видите вы это со мной вместе? Да или нет? Да, абсолютно. Напишите в комментариях, да или нет. Затем мы видим паттерн, разворотный дно, пробой макс. Это все автоматом. Да? Программа рисует паттерны, стрелки. И здесь вход, мы видим первый тейк, второй тейк, да, 23-42 пункта, такой рыбный профит. Идем дальше. Следующая сделка очень похожа. Чуть превысил время своей торговли, но не так критично, да, там на минут 30 может быть. Пробой уровня, коррекция, стрелочный паттерн, пробой максимум паттерна, кластер 4, ну в этой ситуации кластер 3, потому что уровня со старшего таймфрейма. Там мы прям не дошли немного, да, до уровня со старшего таймфрейма. И здесь buy, и здесь 10 и 10 пунктов профита соответственно. Идем дальше. Здесь особо нечего добавить. Здесь нет сделок. Следующий день. Давайте сделаем вот так, чуть поменьше. Это мы торговали, по-моему, в режиме реального времени. Тоже ложный пробой. Кластер 5. Вот здесь. Пробой уровня, стрелочный дно, пробой максимум дна, кластер 5, buy. Здесь же обратный пробой уровня, первый тейк, второй тейк. А затем был тоже сигнал вот здесь, мы с вами тоже о нем говорили, но этот сигнал я не принял. А тоже коэффициент внимания. Идем дальше. Делаю ли я что-то новое в сделках? Совершаю какие-то новые сделки? Нет. Те же сигналы, те же комбинации, те же паттерны. Идем дальше. Снова наша комбинация, это сделка с онлайн-чата. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, да или нет, мы пробили уровень. Что значит пробой уровня? Пробой закрытия телом ниже, да или нет, да, абсолютно. Коррекция, сила сигнал номер 2, черный бар sell, тейк 1, трейлинг здесь. Кластер 3, sell. Пробой, коррекция, белый, черный. 33-20 пунктов, соответственно. Что у нас получилось? 7, это основные, да, сделки, 7 основных прибыльных, 7 основных убыточных, $1035 профита, да, если мы минусуем отсюда комиссии, $914 профита, торгуя в среднем объем 0,5 лот.
Итого пункты мы сделали 207 пунктов, либо 2070 пунктов. Один пункт примерно стоит $1 при объеме в один лот, да, то есть один тик имеется в виду, да, вот один пункт. Соответственно, это получается у нас $2070. Да, мы делим на 2 и получаем цифру за минусом, да, еще минусуем отсюда комиссии. Это нефть. Британец, потому что тоже много упущенных позиций, но тем не менее мне удалось и британца, да, зафиксировать в профите. Давайте посмотрим. Хотя вот система по британцу сделала намного больше, да, сама по себе. Если брать все сигналы подряд, а не пропускать их, то профиты выше намного. Еще раз, мы можем об этом вечно с вами говорить, просто вечно, что ай, можно было так, можно было сяк. Так, ну что, вот у нас первый, да, основной трейд, по-моему, мы его тоже с вами разбирали. Это кластер 4 sell, да, давайте разберем, посмотрим. Тест уровня, сила сигнал номер 1, то есть мы видим, цена протестировала уровень, да или нет, да, стрелочный, да или нет, да, слабая вершина, СВ, это слабая вершина, да или нет, да, пробили минимум паттерна, да или нет, да, первый тейк, второй по безубытку, итого 8 пунктов, да, для первой позиции. Еще раз, одно и то же, идем дальше. Здесь что у нас? Достаточно такой агрессивный был трейд. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, затем мы видим стрелочный, затем видим паттерн, пробили максимум паттерна, рынок попытался дернуться, бум, обратно, тут же лосс. Да, следующий сигнал, пробой, коррекция, белый бар, бай, кластер, 3 бай, то есть ротация бара, да, вход, причем тоже чуть позже, да, вошел в сделку, первая цель, вторая цель, 10,7 пунктов соответственно. Все то же самое, да, коллеги, все то же самое, я не буду прям сильно акцентировать свое внимание, те же правила риск-менеджмента, те же правила мани-менеджмента, вообще никаких различий и отличий нет. Да, идем дальше, здесь тоже были мелкие трейды, это микропрофиты, я их не считаю. Дальше мы идем вот здесь, стрелочный, слабое дно, пробой максимума, 8,5 пунктов, да, профита, кластер 3. Здесь тоже это сделка в режиме реального времени, стрелочное дно, пробой максимума, микропрофит здесь. Так, и вот заключительная, одна из, да, заключительных сделок, это стрелочный, слабая вершина, пробой минимума, 3 и 15 пунктов соответственно здесь. Так, и, наверное, все. Сейчас я посмотрю, что еще было. И еще мы с вами торговали в прямом эфире вот здесь. Это у нас кластер 4 sell, пробой уровня, стрелочное дно, пробой дна, да, sell. Здесь у нас получается 11,8 пунктов соответственно. Потом были еще сигналы, я не участвовал, хотя потом рынок обвалился еще больше. Итого за февраль всего лишь 46 пунктов, 1 лот 460, если мы торгуем 0,5 лот, мой средний объем это $230 плюс 190, минус комиссии, итого 193, 6 прибыльных, 1 убыток. Да, система принесла $970, то есть я сделал 193, система 970. Давайте смотреть, что у нас по золоту. Прям быстро пробегаемся, потом подводим итоги, я задаю финальный вопрос, ответив на который жизнь может стать намного лучше, торговая жизнь. Итак, здесь у нас кластер 4, точнее кластер 5 sell. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, стрелочный, сила сигнал номер 2, слабая вершина, сила сигнал номер 3, обратный пробой уровня, то есть мы пробили вверх, потом обратно вернулись вниз, пробой минимум паттерна. Да, здесь вход 20 пунктов профита соответственно. Идем дальше. Золото такой самый был актив, где я вообще столько было трейдов возможных, да, возможностей торговать. Как я умудрился упустить, не знаю. Здесь тоже мы видим вход, правда такой поздний вход, да, с опозданием, агрессивный вход, я бы даже сказал. Здесь мы видим стрелочный, потом мы видим слабую вершину, давайте я нарисую. Почему он такой немножко безобразный паттерн. Видим стрелочный уровень, слабая вершина и затем пробой максимума этого паттерна и пробой уровня. Здесь чуть выше вход. Да, мы видим, что рынок долгое время консолидировался и небольшой таргет 12 пунктов. Здесь тоже были сделки, но это профиты небольшие совсем, я их тоже не фиксировал. Идем дальше. Следующий торговый день. Здесь тоже мы видим пробой уровня, коррекция, черный бар, затем белый вход, 10 пунктов прибыли.
Да, и второй тоже микропрофит, не считал его даже. Я пропустил вот этот весь огромный профит. Наши трейдеры поймали и сделали кассу, да, можно сказать, сделали месячный план, да, месячную норму, потому что здесь цена в одночасье прошла 170 пунктов. Да, потом еще были движения, вот не так давно, в феврале, но это движение было прямо в режиме реального времени. Я как раз свел тренинг и не успел прыгнуть в моментум. Идем дальше, следующие сделки. Видите, не очень много сделок, все-таки нужно было акклиматизироваться, да, нужно было немножко. Следующая сделка, здесь мы видим 23 пункта, 23 лосс, правый уровень, коррекция, ротация бара, да, здесь sell. Затем мы видим стрелочный DV, пробой low, да, микропрофит. Идем дальше, у нас алерты, да, продолжают звенеть по паттернам. Здесь мы видим стрелочный паттерн, пробой максимум паттерна, 30 пунктов. Здесь мы с вами работали в онлайн режиме. Сначала с трейдерами, потом я видео писал. Пробой уровня, коррекция, белый бар, лонг, 53 и 10 пунктов. Пробой уровня, стрелочный, дно, пробой максимум дна, это онлайн. Да, я ссылки здесь оставлю в правом верхнем углу. 36 и 58 пунктов. Дальше стрелочный, сложная слабая вершина, пробой low, да. Тейк первый и второй мы вышли с вами тоже в онлайн режиме чуть пониже, 30 и 43 пункта соответственно. Итого мы имеем 318 пунктов, либо 3180, 1600 долларов при объеме в один лот, минус комиссии 1430 долларов, да, потому что комиссии были чуть побольше, 8 прибыльных, 1 убыток. Система сама сделала 4225 долларов, если следовать каждому сигналу при объеме 0,5 лот. Вот видите, есть, да, мне над чем работать. У нас некоторые трейдеры сделали по золоту примерно такую же сумму. Есть трейдеры, которые торгуют объемы 1 и 2 лота, что, конечно, суммарно может принести больше профит. Итого, что мы имеем за февраль по всем этим сигналам, инструментам? Итого, это основные сделки, да, которые определили результат. 29 сделок, 29 сделок в профите, 13 лоссы, 53% прибыльных сделок. Прибыль 2959 долларов по всем активам, средний объем 0,5 лот. 592 пункта суммарно заработано, либо 5920, где здесь один пункт это 1 доллар при объеме в 1 лот. То есть если 1 лот, то 5920 долларов. Подставляйте свой объем, и это результаты за 12 торговых дней. То есть в феврале у меня было всего 12 торговых дней. В среднем это получается, если у нас 29 прибыльных, 13 убыточных за 12 дней, это примерно 3-4 сделки в день. Да? Не так мало, но примерно одна сделка по каждому инструменту. На самом деле сделок было больше, учитывая, сколько я прозевал. И вот мой вопрос к вам. Да? Мой вопрос. Что особенного в моей статистике? Что особенного? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот сейчас поставьте на паузу, я сейчас отвечу на этот вопрос. Поставьте на паузу, напишите, что особенного в моей статистике. Правильно? Ничего. Правильный ответ – ничего нет особенного в моей статистике. Но что главное, что решает в профессиональном трейдинге? Постоянство. Вот что. Что особенного в моей статистике. Это одно и то же. Постоянство. 53% прибыльных сделок. Аркадий Романович, ну что вы. Да я там делаю 60%, 70%. Ну да, я там взял большой объем. Ну да, я слил. Ну да, потом там, поверил в себя, и все обратно ушло. Да, ну я не ставил стоп-лоссы. Да. Ну, я менял стратегию, там подбирал правила. Да. 53% много это? Нет, конечно. Можете вы это делать? 53% да легко. Но что важнее? Постоянство. Невзирая ни на какие там психологические моменты. Здесь упустил, здесь не успел. Постоянство в следовании правилам. Это единственное, коллеги, я не устаю это доказывать на всех своих примерах. У меня 2-3 больших профита в неделю делают кассу всегда практически. Все остальные сделки, это сделки, ну да, там профит, лосс. Я не знаю, какая сделка будет профитной, какая будет убыточная, но я торгую не ради одной сделки, я торгую ради постоянного стабильного результата. И этот постоянный стабильный результат что обеспечивает? Постоянство. Определенные рабочие паттерны, сигналы комбинации. Да, вот SS, кластер 3, кластер 4, кластер 5. Второе.
мое следование этим правилам. И третье – это риск-менеджмент. Фиксированный, то есть на 2 уровнях, я уже рассказывал в предыдущих видео, на 2 уровнях риск-менеджмент. Первый базовый, ты фиксируешь риски в процентах от депозита, допустим, 0,6%. Вот все, максимум ты взял, и все, зафиксировал 0,6%. Первое. И второе, как только ты в позиции, цена идет в твою сторону, ты защищаешь свою сделку динамичный. То есть ты не получаешь вот такие слоновые лоссы, чтобы потом их отрабатывать. Вот для чего ты должен торговать. Для стабильного результата сокращай риски, концентрируйся на этом. Торгуй более аккуратно, не надо быть лучшим трейдером с 90% прибыльных сделок. Это не то, что невозможно, это не стоит, такая игра не стоит свеч. Достаточно 50-60% прибыльных сделок, этого выше крыши, чтобы делать деньги. Да, этот процент у меня иногда растет там 65, иногда 70 бывает, зашкаливает, иногда падает там 50 и ниже, но средняя цифра за все годы, я уже говорил, это примерно 58%, и я торгую сейчас недалеко от этого значения, не учитывая тот факт, что я прозевал кучу классных реальных сделок, когда было волатильно, золото там гуляло и так далее. Бесспорно, это не может меня не цеплять, потому что я понимаю, что это возможность сделать кассу, да, и если ты пропускаешь вот эти все большие движения, то шансов сделать большие деньги, не так много, потому что рынок не всегда двигается. Но еще раз, следуйте методологии, действуйте по правилам. Это базовые вещи, но как это сделать? Переключите фокус своего внимания с реальных цифр, показателей вашей статистики, а лучше вообще на нее не смотрите, и переключите все свое внимание на качество исполнения по методологии. Но методология должна быть объективна, вы должны четко видеть эти сигналы. Я вижу первое, второе, третье, поэтому действую. Вот как я сейчас вам показал, вы видите все сигналы, и те же самые сигналы я использую каждый день. Можете вы их репетировать абсолютно. Поэтому, если вы хотите торговать системно, последовательно и прибыльно, ссылка на систему Cluster Trader под этим видео. Всего доброго и до встречи. Пока.